Моя бабушка сделала суп-харчо главным супом моего детства. Это не был классический рецепт, как и тот, который я предлагаю вам в этом ролике, но я обещаю, это будет очень вкусно. Суп получится более легким, потому что вместо говядины будем использовать курицу, но он получится очень насыщенным, пряным и густым, как и полагается супу харчо. Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Галина Артеменко и поехали готовить! Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. Первым делом я замачиваю рис. Использую не шлифованный, но подойдет любой. Замочить его следует на пару часов, а можно и на ночь, если так вам будет удобнее. Теперь для того, чтобы придать бульону максимально насыщенный вкус, я отправляю кости в разогретую до максимума духовку. Нужно получить румяную корочку. Румяные остатки мясных соков, запекшиеся на дне, тоже нам понадобятся. Кости переложите в 3-литровую кастрюлю, а противень с мясными остатками залейте небольшим количеством воды, чтобы она их растворила. Влейте эту насыщенную воду к поджаренным костям и долейте еще воды, чтобы покрыть кости. Отправляйте кастрюлю на огонь, доведите бульон до кипения и варите его в течение 30 минут, после чего кости нужно будет извлечь. Этим временем очистите и мелко нарежьте луковицу. Обжаривайте ее на растительном масле, помешивая до румяности. Используйте небольшой огонь. Пока обжаривается лук, подготовьте заправку. Сливы очистите от косточек и грубо нарежьте. Если слив нет, используйте соус ткемали, пару-тройку столовых ложек. Грубо нарежьте помидоры. Если нет свежих, используйте консервированные в собственном соку. Отправляйте помидоры и сливы в чашу блендера. Добавьте очищенный чеснок. Теперь нужны орехи. У меня были в скорлупе, так что пришлось немного поработать над добычей. Орехи придадут супу харчо насыщенный вкус и сделают его текстуру маслянистой и очень приятной. Отправляйте орехи к сливам с помидорами. Теперь добавим остроты. Я использую свой острый соус. Ссылку на рецепт оставлю в описании. Можете взять просто сушеный острый перец. Также добавьте хмели сунели. Эта приправа привнесет характерный аромат. Измельчите смесь до однородности. Получившуюся жидкость влейте в сковороду к луку и, помешивая, тушите в течение 7-8 минут. Она слегка выпарится, загустеет, а цвет станет более теплым, оранжевым. Пока тушится поджарка, нарежьте небольшими кусочками куриное филе и отправляйте его в кастрюлю с бульоном. Туда же отправляйте ранее замоченный рис. Оставьте бульон с мясом и рисом вариться в течение 20 минут. За это время дойдет до готовности поджарка, и вы успеете отделить остатки мяса от костей, на которых варился бульон. Теперь отправляйте в кастрюлю поджарку, мясо с костей и перемешайте. Посолите суп харчо по вкусу. Доведите его до кипения и дайте провариться еще в течение 10 минут, после чего огонь выключите и оставьте минут на 15 настояться. Подавайте суп харчо, дополнив его свежей зеленью. В идеале кинзой, но если не любите, подойдет и петрушка или базилик. Если ролик вам понравился, ставьте лайк. В следующем видео приготовим кое-что вкусное из ароматного сладкого перца. Так что подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить вкусное видео. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».